Умирающий кричал «Спасите!». Сегодня утром в студенческом общежитии медики боролись за жизнь учащегося 3-го курса Академии музыки. К сожалению, спасти его не успели. Парню был всего 21 год. Этаж общежития БНТУ, где произошла трагедия, был отдан под изолятор для студентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По словам друзей покойного Артема, идея поселить заболевших учащихся в одном месте не выдерживает никакой критики. Антинародная власть пытается убедить людей, что молодежь переносит заболевания легко, хотя в действительности это совсем не так. Со стремительным и тяжелым течением болезни может столкнуться человек любого возраста, как это и произошло в случае с Артемом. Его вуз не перевели на дистанционное обучение, а масочный режим там соблюдается весьма условно. Подхватить вирус в таких условиях было легко, а с последствиями парень остался один на один. Ситуацию Артема могли усугубить и условия в общежитии-изоляторе, где было настолько холодно, что болеющим студентам приходилось покупать утеплители для окон. К слову, для походов в магазин им выделили отдельное время. То есть, судя по всему, в изоляции ребятам никто не помогал с продуктами и всем необходимым. Артем помочь себе не смог. Скорую вызвали, когда парню стало совсем плохо. Началась тяжелая одышка. Соседи по общежитию слышали, как он кричал врачам «Спасите!». Сразу после случившегося приехала милиция. Комнату, где все произошло, опечатали, ноутбук покойного изъяли. Вот только расследовать, почему заболевших студентов помещают в такие условия, нужно было до того, как случилось непоправимое. Угроза убийством за патриотизм. Вопиющий инцидент произошел в Волковыске. Неизвестные куском бордюра разбили местному жителю окно в квартире. По мнению пострадавшего, причина происходящего – БЧБ-флаг и фонарик-свеча, которые находились на окне с момента убийства Романа Бондаренко. Примечательно, что накануне произошедшего участковый в штатском просил владельца квартиры убрать с окон все лишнее. Мужчине также открыто угрожали в соцсетях, что его убьют. Может и совпадение, но и ни для кого не секрет, что с национальной символикой в нашей стране борются уже давно. К примеру, сегодня администрация Центрального района Минска официально потребовала у председателей товарища собственников представить данные о владельцах квартир, где на окнах висят БЧБ-флаги. В случае отказа выполнять данное указание, городские власти грозят им административной статьей. Чиновники настолько боятся сочетания бело-красных цветов, что просят организации оформлять к Новому году витрины и фасады в серебристо-голубой гамме. И ни в коем случае не в цвета национального флага. Что ж, ждем очередного новогоднего извращения, потому что проект главной елки страны, например, никак иначе назвать нельзя. Лукашенко обвели вокруг пальца. Беларусь и Казахстан договорились о поставках нефти и нефтепродуктов. В проекте межправительственного соглашения было оговорено практически все. Индикативные планы поставок, количество закупаемого сырья, графики транспортировки нефти, запрет реэкспорта казахстанских нефтепродуктов и ряд иных вопросов. Осталось только все это подписать. Но вот в чем подвох. На транзитную транспортировку казахстанской нефти в Беларусь через магистральные нефтепроводы Транснефти нужно получить согласие России. Судя по имеющимся нефтяным разногласиям между Москвой и Минском, вряд ли это удастся. Кроме того, Беларусь запросила в Казахстане до 3,5 миллионов тонн мазута и газоиля в год. Это сырье должно поставляться в Беларусь без уплаты каких-либо пошлин или иных фискальных выплат. Получается, что Казахстан будет терять прибыль на этих поставках по сравнению с экспортными продажами в третьи страны. С учетом всех этих обстоятельств, даже если дойдет до межправсоглашения, работать оно не будет. Вот и получается, что проделанная работа белорусской делегации ничего не стоит. Пустая трата времени и очередное выставление себя на посмешище. Без поддержки не останемся. На помощь белорусам выделят около 150 миллионов долларов. Речь идет о пострадавших от политических репрессий, представителях бизнеса и независимых профсоюзах. Этот вопрос народный лидер Светлана Тихановская обсудила на совещании с Кабинетом представителей. Существенная часть данной суммы предназначена для помощи малому бизнесу, оказавшемуся под ударом сразу с двух сторон – из-за эпидемиологической ситуации и преследования нелегитимной власти за поддержку народной забастовки. Не останутся без помощи также студенты и преподаватели, которые подверглись преследованиям за проявление своей гражданской позиции. Для них будет запущена стипендиальная программа. Помимо этого, на совещании была затронута тема конституционной реформы. Представители штаба Тихановской отмечают, что новая конституция должна удовлетворять требования народа Беларуси. При этом референдум по внесению изменений в основной документ возможен только после проведения честных президентских выборов.
Солидарность из Украины и в продолжение темы международной помощи пострадавшим белорусам. Киево-Могилянская академия объявила дополнительный набор отчисленных студентов из Беларуси. Учащиеся, которые из-за своих политических взглядов потеряли право на обучение у себя на родине, смогут получить образование в Украине. Студентам предлагаются программы поступления на первый курс и продолжение учебы со второго курса на одной из 23 программ бакалавриата или магистратуры. При этом руководство академии гарантирует, что белорусских студентов обеспечат общежитием, а стоимость обучения будет такой же, как для студентов из Украины. Набор открыт до 15 декабря. Собеседование по зачислению можно провести дистанционно. На этом у меня все. Не забывайте подписываться на наш канал в Ютубе, Твиттере и Телеграме. Берегите себя и живи Беларусь!